Лев приходит к умирающему рейнджеру в больницу. Но то, что происходит дальше, действительно невероятно. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Высоко в Драконовых горах Южной Африки, среди отвесных скал, облаков и бескрайних саванных лесов, находился забытый людьми национальный парк под названием Эмералд Хиллз. Там, на окраине заповедной территории, в одиноком деревянном доме жил старый рейнджер по имени Дэвид Хантер. Ему было далеко за 60. Без семьи, без близких, без громких воспоминаний. Только природа, старая рация, котел для чая, десятки потрепанных книг и дом, где все дышало землей. 30 лет он служил парку, охранял животных от браконьеров, лечил раненых птиц, патрулировал тропы, чинил мосты и молча следил за сменой сезонов. Все на станции звали его «Хранителем равнин». Поговаривали, что он умеет разговаривать с дикими зверями. Не словами, а глазами. И, возможно, это было правдой. Дэвид не считал свое одиночество печалью. Он был дома. Земля не требовала от него ничего, кроме уважения. Каждый шорох, каждый след на земле, каждый запах был ему знаком. Он знал, где гнездятся орлы, где львы отдыхают в полдень и когда дождь придет раньше, чем обещают облака. Однажды, в промозглый день, когда небо опустилось до самой земли, а туман висел между акациями, Дэвид вышел на патруль. Он шел вдоль узкой тропы, ведущей к ручью под старой скалой, когда услышал глухой рык, тихий, хриплый, словно выдохнутое страдание. Он замер, прислушался, шагнул в заросли и увидел его. Молодого льва. Одного, с тонкой, еще не до конца сформировавшейся гривой. Он лежал у воды, раскинув лапу, в которой зияла открытая, гноящаяся рана. Насекомые ползали по воспаленной плоти, и казалось, что этот зверь уже почти сдался. Но когда его глаза встретились со взглядом Дэвида, в них еще жила искра. Больная, отчаянная, но настоящая. Дэвид опустился на колени, достал полотенце, вытер со лба пот, а затем заговорил с ним. Тихо, спокойно, будто обращался к другу, вернувшемуся после долгого пути. Он не приближался сразу. Лишь после того, как лев не сдвинулся с места, он осторожно открыл аптечку и начал обрабатывать рану. Лев содрогнулся, но не вырвался. Когда приехала машина спасателей, Дэвид настоял, чтобы его взяли с собой. А когда ветеринар спросил, как назвать животное в реестре, он ответил «Орион». Это значит «тот, кто будет жить». Так началась история, которую потом будут вспоминать десятилетиями. Ориона доставили в ветеринарный центр. Его прооперировали, зашили рану, поставили капельницы. А Дэвид остался рядом. Он ночевал у клетки, читал ему вслух из старых книг, рассказывал истории о том, как однажды заблудился в грозу, как спас орленка, как молчаливо прожил зиму, когда дождь шел 40 дней подряд. Орион не отвечал, но он слушал. Его глаза постепенно прояснялись, уши ловили каждое слово. Сначала он прятался в углу клетки, настороженный, потом начал медленно приближаться. Он больше не рычал, не шипел, не отворачивался. Он просто был рядом. Дэвид каждый день приносил еду, воду, лекарства. В жару ставил рядом с вольером таз с прохладной водой. В холодные ночи накрывал льва одеялом. Он ничего не ждал в ответ. Он просто заботился. Когда однажды Дэвид простудился и 2 дня не появлялся, Орион поднял тревогу. Он ревел всю ночь, метался по клетке, звал. Рейнджеры поняли.
Между ними возникло нечто большее, чем просто контакт между человеком и животным. Спустя месяцы лев стал сильным. Его шерсть блестела, походка стала легкой и точной. Он тренировался в охотничьей зоне, снова взбирался на скалы, учился выслеживать дичь. Он был готов. Ветеринар подтвердил. Он может вернуться в дикую природу. В ту ночь Дэвид долго сидел рядом с ним. Он не говорил много, только смотрел, потом погладил по гриве и прошептал: «Это твой путь, и я отпускаю тебя». На рассвете вольер был открыт. Орион вышел, обернулся. Их взгляды пересеклись, и в этом молчании было больше, чем можно сказать за жизнь. Потом он исчез в саванне. Но история не закончилась. Через 3 месяца, в одно тихое утро, у ворот парка раздался рык. Тот самый. Уверенный, глубокий. Орион вернулся. Он не подошел к дому, не ворвался внутрь, просто сел у забора и смотрел. Дэвид вышел. Их глаза встретились. Никаких жестов, никаких звуков, только встреча. С тех пор он возвращался каждые несколько месяцев. Всегда на рассвете. Всегда до того, как солнце достигнет зенита. Дэвид оставлял для него мясо у забора. Лев ел медленно, с достоинством, будто в гостях. Они стояли рядом. Человек и зверь. Без слов, без движений, только присутствие. Годы шли. Дэвид старел. Его походка замедлилась, зрение стало хуже, пальцы дрожали. Врачи поставили диагноз. Последняя стадия рака печени. Ему предлагали переехать в город, пройти курс лечения. Он отказался. «Я хочу умереть там, где жил. Где помню каждый камень, каждую звезду». Он подготовил дом, развесил свои вещи, сложил старую кожаную куртку на спинку кресла. Он больше не ел, почти не говорил. Только смотрел в окно, в сторону саванны. Все знали, он ждал Ориона. И однажды, в сухой сезон, лев вернулся. Но на этот раз не молча. Он метался у ворот, рычал громко, рвал лапами землю. Дэвид был жив, но умирал. Его вынесли на носилках и положили у ограды. Орион подошел. Дэвид поднял руку, дотронулся до него. Губы шевельнулись. «Ты выжил. Я это и хотел увидеть». И с этими словами он ушел. Тихо, без страха, рядом с тем, кого спас. Ориона нашли сидящим у забора до самой ночи. Он не ел, не двигался, он просто охранял. Дэвида похоронили у ручья, где он впервые нашел льва. На деревянной табличке вырезали «Дэвид Хантер, хранитель равнин». Через несколько месяцев лев снова вернулся. Но не к воротам, а к могиле. Он лег рядом и лежал долго, пока ветер раздувал его гриву. С тех пор он приходил туда каждый год, тихо, без шума, только сидел и ждал сумерек. И больше никто не называл его просто диким зверем. Теперь он был тот, кто хранил последнее обещание. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.